Вот вспомни ситуацию, которая сейчас высасывает из тебя больше всего сил. Возможно, это бизнес-проект какой-нибудь, который ты уже 2 года работаешь над ним, но он не приносит тебе прибыли никакой, но требует каких-то постоянных вливаний. Возможно, это твой сотрудник, который постоянно косячит, но ты никак его не можешь уволить. Может быть, это отношения, в которых ты давно, тебя нету. Нет ничего, кроме холода и там какого-то раздражения. Вот ты головой прекрасно понимаешь, это конец. Этой лошади конец, с нее нужно слезать. Вот головой ты прекрасно понимаешь, это конец. Лошадь крякнула, с нее нужно слезать. Но вместо того ты покупаешь для этой лошади новые золотые подковы. Ты записываешь ее там на курсы какой-то мотивации, ты меняешь стратегию скачек и пытаешься влить в нее еще вот немного своих денег и времени, надеясь на какое-то чудо. Почему? Почему умные, логичные люди совершают эту абсурдную ошибку? Почему мы готовы пойти ко дну вместе вот с этим пробитым дырявым кораблем, вместо того, чтобы просто сесть в шлюпку и безопасно отгрести от этого судна? Вот давай сегодня мы вскроем один из самых опасных багов человеческой системы и психики. Вот этот паттерн, на котором корпорации теряют там миллиарды долларов, а обычные люди десятилетия своей жизни. Давай разберем инженерию ловушки вот невозвратных затрат. Как всегда, я покажу тебе системные иллюзии, которые заставляют тебя тащить на себе этот уже прокисший груз. И дам тебе жесткие ключи для хирургической просто какой-то ампутации того, что тянет тебя на дно. Вот давай, досмотри это видео до самой последней секунды. А в финале я дам тебе всего один контрольный вопрос. Если ты задашь его себе прямо сейчас, прямо сегодня, вот он мгновенно, безжалостно и кристально чисто покажет тебе, от чего в твоей жизни нужно избавиться немедленно. Давай разберем, как именно твой мозг обманывает тебя, заставляя удерживать то, что давно пора выбросить просто. Куда исчезает твоя логика? Назовем его, давай, гравитация прошлых вложений. Вот это базовый закон поведенческой экономики. Чем больше ресурсов, вот денег, времени, эмоций ты во что-то вложил, тем сложнее тебе от этого отказаться. Потому что тебе жалко не саму вот эту вот уже старую лошадь. Тебе жалко вот те 3 года, которые ты потратил на ее кормление. Твой мозг думает, если я сейчас сдамся, значит все это было зря. Значит, я ошибся. Чтобы не признавать себя, извини, дураком в прошлом, ты выбираешь оставаться дураком в настоящем. Вот твой текущий капитал исчезает вот в черной дыре только потому, что ты пытаешься оправдать свои прошлые убытки. Это синдром игрока в казино. Вот ты проиграл в фишки, но ты свято веришь, что следующая ставка точно сорвет этот джекпот. Ты говоришь себе, я вложу в этот проект еще 1 месяц, там еще несколько тысяч долларов, и тогда он точно выстрелит. Или мы поговорим еще раз, и человек наконец-то изменится, он поймет. Знаешь, это биохимическая ловушка. Вот потому что надежда маскируется под стратегию. Но надежда – это не бизнес-план. Это просто обезболивающее, которое ты принимаешь, чтобы не фиксировать свой убыток. Почему? Почему человек держится за унизительную работу или уже окончательно просевшие отношения? Потому что плохая предсказуемость для мозга всегда безопаснее, чем неизвестность. Вот да, этот бизнес приносит одни убытки. Эта работа тебя выматывает, но ты к ней привык. Ты знаешь, как в ней страдать. А если ты все закроешь, вот образуется звенящая какая-то пустота. Нужно будет искать там новые смыслы, новую там нишу какую-то, новых людей. И мозг панически боится этой пустоты. Он предпочитает разрушать твою жизнь знакомым дискомфортом, лишь бы не выходить в открытый космос этой неизвестности. Твое эго обожает чувствовать себя важным. Когда ты пытаешься реанимировать вот провальный какой-то проект или бизнес, или своего токсичного партнера, ты бессознательно надеваешь плащ вот какого-то супергероя. Тебе кажется, что без тебя все рухнет. Кто, если не я, вытянет, например, вот эту компанию? Это гордыня, завернутая в самопожертвование. Ты не спасаешь ситуацию, ты выступаешь в роли спонсора чужой неэффективности. Твоя энергия уходит на поддержание того, что не способна жить самостоятельно. Знаешь, я уже говорил, мы живем в культуре, которая боготворит лозунг «никогда не сдавайся». Сдаться значит получить клеймо какой-то неудачника. Если ты закроешь убыточный бизнес, то что скажут партнеры? Если ты уйдешь
там с престижной, но выжигающей тебя должности, то что подумают твои родственники? Вот ты продолжаешь финансировать вот эту уже закончившую жизнь лошадь. Не ради себя, а ради социального фасада. Ты покупаешь одобрение толпы ценой своего собственного выживания. Общество заразило, нас токсичным оптимизмом, потому что нам внушили, что упорство и упрямство – это одно и то же. Но это большая ошибка. Вот упорство – это когда ты бьешь в одну точку, анализируешь этот результат, меняешь инструменты и растешь. А упрямство – это когда ты стоишь по колено в воде на этом тонущем корабле и, с улыбкой красишь эту палубу, потому что тебе просто жалко потраченной краски. Настоящая сила и настоящая инженерия жизни заключается не в том, чтобы уметь тащить все и всех на своих плечах. Истинное мастерство – это навык хирургической нейронной ампутации. Потому что хирург не отрезает с радостью. Он делает это для того, чтобы болезнь не уничтожила весь организм. Когда ты отсекаешь убыточный проект, фальшивых друзей или старые иллюзии, ты не сдаешься. Ты проводишь спасательную операцию для своего будущего. Бросать – это нормально. Отступать – это нормально. Фиксировать минус – это тоже нормально. Это не поражение, это высший пилотаж, кризис менеджмента. Тот, кто умеет вовремя отрезать плохое, всегда побеждает того, кто пытается реанимировать то, что уже абсолютно исчезло. Как научиться сбрасывать этот груз? Как перепрограммировать мозг на отказ от неэффективного? Вот тебе 5 жестких инженерных ключей. В биржевой торговле есть правило. Оно называется стоп-лосс. То есть автоматическая продажа актива, если она упала до определенной цены. Трейдер на бирже не надеется, он просто фиксирует убыток, чтобы не потерять весь депозит. Внедри это правило в свою жизнь. Дай проблемному проекту или человеку жесткий лимит ресурсов. Я вкладываю в это еще ровно 1 месяц и несколько тысяч долларов. Если метрики не меняются, я закрываю этот проект без сожаления. Когда лимит исчерпан, алгоритм должен срабатывать автоматически, просто без эмоций. Второе. Как всегда, возьми лист бумаги и выпиши все процессы, которые прямо сейчас потребляют твою энергию, но не дают почему-то отдачи. Подписки на какие-то сервисы, которые ты не используешь. Люди, после общения с которыми ты чувствуешь себя каким-то разбитым, уставшим. Эти бизнес-задачи, которые висят на твоих плечах месяцами. Посчитай, сколько часов и денег сгорает в этой топке ежемесячно. Когда твой мозг увидит конкретную, осязаемую цифру своих потерь, эта иллюзия надежды, она рухнет. Ты почувствуешь злость. А злость – лучшее топливо, для ликвидации. Третье. Перестань отождествлять себя со своими проектами. Твой бизнес – это не ты. Твоя должность – это тоже не ты. Если проект провалился, это не значит, что ты неудачник. Это значит, что данная конкретная гипотеза оказалась просто неверной. Раздели свою личность и свои активы. Как только ты уберешь из уравнения свое уязвленное эго принимать решение о закрытии, раздели свою личность и активы. Четвертое. Приготовься к тому, что после отсечения этого груза тебе станет страшно, появится вакуум, свободное время, свободные мысли. Не заполняй эту пустоту немедленно. Не прыгай из плохих отношений сразу в новые. Не хватайся за новый бизнес на следующий день после краха старого. Выдержи эту тишину. Именно в состоянии пустоты твоя система, она просто перезагружается и находит по-настоящему сильные чистые векторы для следующего движения. Пятое. Изоляция. Изолируй себя от критиков. В момент, когда ты решаешь сдаться и закрыть этот проект, обязательно появится много советчиков, которые начнут обвинять тебя в слабости, манипулировать тобою. Знаешь, что сделай? Просто отключи свой звук. Помни, никто из этих людей не оплачивает твои счета и не живет твою жизнь. Их мнение стоит ровно 0.
Навык абсолютной глухоты в чужом осуждении – это главный защитный костюм любого человека, который создает свою реальность. В начале видео я обещал дать тебе один контрольный вопрос. Вот в бизнес-инженерии это называется тест нулевой базы. Когда ты сомневаешься бросать что-то или тащить дальше, забудь о том, сколько ты уже туда вложил. Вот представь, что сегодня твой первый день на земле, и у тебя чистый лист. И спроси себя, если бы я не был вовлечен в это сегодня, зная все, что я знаю сейчас, стал бы я начинать это заново? Стал бы ты сегодня нанимать этих сотрудников? Стал бы ты сегодня инвестировать в этот проект, запускать новое дело, вступать в эти отношения? Если ответ нет, значит ты держишься только за прошлое. Вот выпиши счет на убыток и просто уходи. Вот сегодня мы научились сбрасывать вот этот груз. Мы освободили место. Но как только ты расчистишь для себя пространство, вот ты столкнешься с самым еще жутким испытанием для современной психики – с тишиной. Давай в следующем видео мы разберем один из самых мощных законов создания капитала. Почему деньги и власть приходят только в абсолютной тишине. Давай вскроем механику того, как социум ворует вот наш фокус и почему наш главный ресурс куется только тогда, когда мы остаемся одни. А теперь сделай следующее. Спустись в комментарии и ответь максимально честно. Какую лошадь ты прямо сейчас тащишь на себе? Что это за проект? Привычка там или ситуация, от которой мы давно должны были отказаться? Напиши это. И пусть это станет твоим публичным признанием убытков и шагом к свободе. Потому что инженерия смысла это здесь. Подписывайся на канал, оставайся со мной. Потому что вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь, как всегда, улыбнись. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду тебя в следующем видео. До встречи.